все-таки хотелось бы затронуть такую тему щепетильную. Храп, хоть и распространен, может быть серьезной проблемой. Вот такой вот подход, он был уже ранее применим другими докторами? Или это была такая ваша инновация? Во многих развитых странах это стало серьезной социальной проблемой. Сейчас все чаще рекомендуют прививать не только девочек, но и мальчиков. Когда в утробе находится ребенок, он все слышит, то, что происходит? Но при позднем диагнозе лечить сложнее, и вероятность полного выздоровления сильно снижается. Хорошо, давайте перейдем, наверное, к вашей основной специализации. Это онкология. Приветствую всех! Сегодня мы погрузимся в по-настоящему важные и актуальные темы в области здоровья и долголетия. Меня зовут Наталья Пан, и уже много лет я изучаю целостные подходы к оздоровлению. Я основатель Doctors Hunter, Umake, Vitality, Mulan, компания, которые нацелены на улучшение здоровья и качества жизни людей. Но мое увлечение этой темой не только профессиональное, но и глубоко личное. Мой собственный путь через онкологическое заболевание и изучение интегративной медицины помогли мне осознать исцеление, что оно не просто медицинские процедуры или таблетки, это глубокое понимание того, как работает наш организм и какие небольшие, но мощные изменения могут значительно улучшить наше здоровье. Моя цель проста – доносить сложную медицинскую информацию простым и понятным языком. Сегодняшняя тема касается каждого, потому что мы поговорим не только о передовых методах лечения, но и о проблемах, с которыми сталкиваются миллионы людей каждый день. Одна из таких проблем – это храп. Многие недооценивают его последствия, считая просто неудобством для окружающих. Но храп – это не только неприятный звук по ночам, это сигнал о более глубоких проблемах со здоровьем. Он может быть связан с апноэ сна, недостатком кислорода во время сна, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже сниженными когнитивными функциями из-за нехватки качественного отдыха. Так нам говорит интернет, но так ли это? Разберем с сегодняшним гостем. Сегодня у нас в гостях профессор Пён Квон Бён, новатор в области онкологии и хирургии головы и шеи, профессор университетской клиники Сунчонхян в Южной Корее. От исследований в университете Йонсе до революционных операций с роботизированной поддержкой и передовых терапевтических методов он доказывает, что современная медицина способна не только лечить заболевания, но и значительно повышать качество жизни пациентов. Изучая его работы, я обнаружила поразительные факты, вещи, которые изменили мое представление о взаимосвязи хирургии, технологии и целостного подхода к здоровью. Его исследования и клинические примеры наглядно демонстрируют, что современные медицинские технологии и системный подход могут работать вместе, обеспечивая по-настоящему впечатляющие результаты. А еще с профессором Пён у нас уже около 100 совместных пациентов, которых мы вывели в стойкую ремиссию после онкологического лечения. Что вас ждет в этом эпизоде? Сегодня мы обсудим, почему храп – это не просто дискомфорт, а сигнал организма. Поговорим о том, как передовые хирургические методики и целостные подходы могут дополнять друг друга. Развеем популярные мифы о здоровье и, возможно, изменим ваше представление о традиционных методах лечения. Готовьтесь к увлекательной беседе. Мы погрузимся в инновации, узнаем практические советы для поддержания здоровья и, возможно, даже оспорим некоторые устоявшиеся представления. Давайте начнем. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли, точнее не пришли, а прилетели с Южной Кореи к нам в гости для того, чтобы проконсультировать пациентов и уделили время, чтобы мы провели с вами совместную беседу касательно здоровья людей. Огромное вам спасибо. Вы знаете, как я к вам очень хорошо отношусь, как я вас уважаю, люблю, ценю, потому что у нас не только с вами сложились дружеские отношения, но и совместно проделана большая работа с нашими совместными пациентами, которые привели к очень положительным результатам.
Спасибо за ваши добрые слова. Но наши зрители, они не знают вас, не знакомы с вами, поэтому я бы хотела, чтобы вы рассказали о себе. И первое, что, наверное, многим будет интересно знать, как вы пришли в медицину, что вдохновило вас выбрать именно хирургию головы. Возможно, даже какие-то люди повлияли на вашу профессиональную траекторию. Я врач-отоларинголог, то есть работаю в лор-сфере. Более конкретно, я специализируюсь на хирургии головы и шеи. Это значит, что я провожу операции пациентам с заболеваниями в области головы и шеи. Таких болезней может быть довольно много. Врачи, которые во втором поколении являются докторами, мне кажется, имеют больше преимуществ, потому что у них при рождении уже 9-месячный бэкграунд в медицине. Как вы считаете, когда в утробе находится ребенок, он все слышит, то, что происходит вне животика мамы? Вы, возможно, знаете, что ребенок в утробе матери уже во многом формируется как личность. В течение 9 месяцев то, о чем думает мать, что она слышит и о чем говорит, сильно влияет на ребенка. Это действительно важно иметь в виду. Какие частые проблемы возникают с головой и шеей? Основные проблемы в области головы и шеи. Я как хирург, специализирующийся на заболеваниях головы и шеи, в основном работаю с онкологическими пациентами. Сюда также входят пациенты с раком щитовидной железы. Но помимо этого, многие люди обращаются ко мне и с доброкачественными проблемами. Например, часто встречается хронический ларингит. Это не онкологическое заболевание, а длительное воспаление гортани. У людей с хроническим ларингитом бывают ощущения инородного тела в горле, изменение голоса, кашель или сухая мокрота, которые могут длиться месяцами и даже годами. Они переживают, не рак ли это, поэтому приходят на эндоскопическое обследование и иногда на КТ. Если я не выявляю опухоли, то объясняю, что это хронический ларингит, часто вызванный кислотным рефлюксом, когда желудочная кислота доходит до гортани. В таких случаях я назначаю препараты, снижающие кислотность и воспаление. Изменение голоса – еще одна распространенная жалоба. Оно может возникать из-за доброкачественных образований, например, узелков или полипов на голосовых связках, а не из-за рака. Если обследования подтверждают, что это доброкачественная проблема, я назначаю лекарства и рекомендую голосовую терапию, поскольку нередко голос страдает от перенапряжения связок. Если нужно, провожу небольшую операцию. Она обычно длится меньше получаса, под общим наркозом, а в больнице пациент проводит всего 1-2 дня. Конечно, я также встречаюсь и с настоящими злокачественными опухолями головы и шеи, включая рак щитовидной железы. Если обнаружить их на ранней стадии, шансы на излечение высокие. Но при позднем диагнозе лечить сложнее, и вероятность полного выздоровления сильно снижается. Ключевые тревожные симптомы при раке головы и шеи – это стойкая шишка на шее, затруднение при глотании или изменение голоса. Рак щитовидной железы обычно не дает явных симптомов, пока не станет достаточно запущенным, поэтому я всегда советую делать регулярное УЗИ. Если обнаружить рак щитовидной железы рано, его можно вылечить с минимумом осложнений. Спасибо большое за такой подробный ответ. Настолько вы подробно и понятно объясняете, что я думаю, нашим зрителям будет тоже интересно послушать, даже те, которые не сталкивались с такими заболеваниями. Хотелось бы затронуть такую тему щепетильную. Я бы хотела поговорить про храп. Раз вы являетесь врачом в области головы и шеи, наверняка вы сталкивались и изучали эту тему. Из-за чего люди храпят? Храп – очень распространенная проблема, которая иногда связана со sleep apnea – апноэ во сне. При этом состоянии во время сна возникают короткие остановки дыхания, что может отражаться на работе сердца и легких, снижая уровень кислорода в крови. В тяжелых случаях это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышает определенные риски для здоровья. Причин храпа может быть много, и обычно они комплексные. Среди анатомических факторов – искривленная носовая перегородка, воспаление слизистой носа, ринит, синусит, увеличенные миндалины, низко расположенное мягкое небо или относительно большой язык.
Также бывают неврологические факторы. Чтобы выяснить точную причину, врач может провести осмотр носа и глотки, сделать КТ и полисомнографию, исследование сна, чтобы увидеть, как часто вы перестаете дышать, насколько снижается уровень кислорода и влияет ли это на работу сердца. После определения причин мы подбираем конкретное лечение. Поэтому, если у вас или у ваших близких сильный храп или заметные паузы в дыхании, лучше обратиться к специалисту. Вы сейчас так подробно описали недуг, как мне казалось. Но на самом деле многие думают, что храп — это просто неудобство. Но на самом деле, слушая вас, я понимаю, что это можно даже отнести как к заболеваниям. То есть может нести какие-то серьезные проблемы со здоровьем еще и в других органах. Можно ли самостоятельно, не самому, конечно, человеку, который спит, но, возможно, близкому, да, супруге или супругу, оценить стадию храпа? И вот на какой стадии все-таки уже нужно обращаться за помощью к специалистам? К сожалению, нет точного способа дома определить, насколько силен храп или присутствует ли апноэ. Лучший помощник — это партнер, который может заметить не только сам храп, но и моменты, когда вы вовсе перестаете дышать. Если такое происходит, это серьезный повод обратиться к врачу. Лечение зависит от того, что именно вызывает храп. Может понадобиться корректировать носовую перегородку или снимать отек слизистой. Если миндалины увеличены, иногда проводят тонзиллэктомию. При слишком большом языке или низком мягком небе эти структуры можно частично уменьшить. Сначала мы обычно пробуем неоперационные методы, специальные КАПы, которые помогают держать дыхательные пути открытыми, или аппарат ЦПАП, постоянное положительное давление в дыхательных путях на ночь. К операции переходим, если неинвазивные методы не сработали, или если налицо четкая анатомическая причина. У всех ситуация разная, поэтому мы делаем полное обследование, эндоскопию, КТ, полисомнографию, прежде чем выбрать тактику. Храп партнера, он как-то влияет, наносит ли вред человеку, который находится рядом с ним, на психологическое состояние, может быть, даже на физическое состояние? Может ли как-то скорректировать образ жизни, чтобы снизить уровень храпа в своей жизни? Отличный вопрос. Из-за громкого храпа многие пары спят в разных комнатах, что вредит отношению в семье. Если у человека есть лишний вес, снижение веса само по себе иногда решает храп до 50-60%. Алкоголь тоже влияет. Люди часто храпят сильнее после вечерней выпивки, так что уменьшение потребления алкоголя помогает. В целом, следить за своим здоровьем, больше двигаться и хорошо высыпаться — это все факторы, которые снижают храп. Окей, спасибо большое. Безумно интересно было. Хорошо, давайте перейдем, наверное, к вашей основной специализации. Это онкология. И, конечно же, это слово в современном мире очень многих людей пугает. Подскажите, пожалуйста, вот вы уже вначале сказали о некоторых симптомах, о некоторых жалобах, которые могут возникать при онкологии. Но вот назовите, допустим, 3 самых основных сигнала, скажем, таких тревожных звоночков, называют еще red flag, при которых нужно незамедлительно обратиться к врачу. Это очень важно. Под общим понятием рак головы и шеи скрывается множество опухолей. Рак полости рта, язык, дно полости рта, десны, рак ротоглотки, миндалины, корень языка, мягкое небо, рак носоглотки, зона за полостью носа, рак гипофарингса, глубокий участок глотки над пищеводом, рак гортани, голосовые связки и опухоли слюнных желез, околоушных, поднижнечелюстных, подъязычных. Из-за такого разнообразия симптомы тоже разные. При раке полости рта стоит насторожиться, если во рту долго не заживают язвочки, есть кровоточивость или воспаление, которые не проходят в течение 2 недель. При опухолях ротоглотки можно почувствовать комок в горле, заметить кровяные прожилки в мокроте или боль при глотании. Рак гортани чаще всего дает о себе знать изменением голоса, а на поздних стадиях — затрудненным дыханием.
Если вы обнаружили на шее уплотнение, которое твердое, фиксированное и не исчезает, это может указывать на опухоль слюнной железы или метастатический лимфоузел. В любой из этих ситуаций длительные язвочки, кровотечение, боль или затруднение при глотании, изменение голоса или подозрительная шишка на шее, нужно как можно скорее обратиться к специалисту. Я думаю, сейчас наши зрители, слушая вас, начали себя пальпировать, изучать, и это очень хорошо. Действительно, о таких вещах и задумываешься в повседневной жизни, а когда вот слушаешь, тем более врачей такого высокого уровня, конечно же, начинаешь непроизвольно задумываться и начинаешь непроизвольно фокусироваться на своем здоровье. Подскажите, пожалуйста, могут ли привычки или изменения в образе жизни повлияют на то, чтобы снизить риск возникновения таких серьезных заболеваний? Конечно, я знаю ряд причин, по которым возникают онкологические заболевания, не подвластны, скажем, нам. Но все же, есть ли какие-то привычки, которые увеличивают риск возникновения опухолей? Как и при любом раке, здоровый образ жизни имеет большое значение. Главные факторы риска – курение и чрезмерное употребление алкоголя. Курение или алкоголь по отдельности уже удваивают или утраивают риск, а вместе дают синергетический эффект, повышающий риск в 5-10 раз. Поэтому бросить курить и сократить алкоголь очень важно. Еще один крупный фактор – это вирус папилломы человека, ВПЧ. Те же самые опасные штаммы ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки у женщин, могут привести к раку ротоглотки, чаще всего в области миндалин. Эти HPV-ассоциированные опухоли возникают даже у людей, которые не курят и не пьют. Мы обычно подтверждаем наличие ВПЧ с помощью биопсии. Если в ткани обнаруживается этот вирус, значит, скорее всего, он вызвал рак. А специального препарата, который удаляет ВПЧ из организма, у нас пока нет, но есть профилактические прививки. Те же самые, что защищают от рака шейки матки, помогают и против HPV-связанных опухолей головы и шеи. Так как ВПЧ передается половым путем, определенные привычки в сексуальной жизни повышают риск заражения. Во многих развитых странах это стало серьезной социальной проблемой. Сейчас все чаще рекомендуют прививать не только девочек, но и мальчиков, потому что мужчины могут заразиться ВПЧ от женщин и впоследствии заболеть раком ротоглотки, связанным с вирусом. Более широкая вакцинация уже привлекает большое внимание по всему миру, потому что это эффективный способ уменьшить рост таких опухолей, связанных с ВПЧ. Слушая вас, вспомнила историю нашей совместной пациентки, которая диагностировали рак горла. Я помню, когда она позвонила, и ей сказали, что все-таки нужно проводить операцию. И местные врачи говорили о том, что при проведении операции, к сожалению, она потеряет голос. Она сказала: нет, я отказываюсь от лечения. Сколько суждено времени мне прожить, столько и проживу. И хочу, чтобы мой внук запомнил меня такую, какая вот я сейчас есть, с голосом, разговаривать с ним до последних дней. И я помню, мы к вам обратились с помощью найти какое-то другое инновационное решение в ее проблеме, и тогда, я помню, вы предложили диагностическую операцию, которая позволит вам во время этой диагностики определить, сможете ли вы сохранить голос или же нет. То есть в случае, если бы вы увидели риски того, что она действительно может потерять голос, вы бы не продолжали операцию. Вот подскажите, такой вот подход, он был уже ранее применим другими докторами? Или это была такая ваша инновация? Да, диагностическая или эксплоративная хирургия довольно часто нужна, если мы подозреваем рак гортани, ведь нам важно определить точную стадию. На ранних стадиях рак гортани хорошо поддается лечению, и голос обычно удается сохранить, удалив только небольшой участок гортани или применив лучевую терапию. При умеренно распространенном процессе иногда приходится делать частичную ларингектомию, но даже тогда можно сохранить часть гортани и возможность говорить. Не все лор-хирургии выполняют такие органосохраняющие операции, потому что это очень сложные вмешательства, требующие особых навыков. Я хочу подчеркнуть, что если у человека диагностирован рак гортани, не стоит избегать лечения только из страха потерять голос. Часто опухоль удается убрать, а голос сохранить.
лучше вовремя обратиться к опытному хирургу и обсудить варианты. Этот кейс еще раз доказывает, что есть сейчас современная медицина, новые методики. Только представьте на миг, что было бы с пациенткой, если бы она действительно отказалась от какого-либо лечения, и рак бы ее съел бы. Доктор Пён дал ей возможность жить дальше. Уже прошло 2 года, пациентка находится в стойкой ремиссии, общается со своим внуком и живет счастливую жизнь. Поэтому мой вам совет: никогда не бойтесь, узнавайте второе мнение, ищите новые методы, технологии, ведь сейчас медицина, она ходит действительно очень большими шагами. У меня такой вот вопрос. Хотелось бы услышать от вас такие очень коротенькие ответы. Мы хотим сейчас развенчать несколько мифов, связанных с вашей областью. Сегодня мы развенчали один из мифов о том, что храп — это всего лишь неприятный звук, но на самом деле храп может свидетельствовать о том, что есть какая-то действительно серьезная проблема в организме. Вот следующий миф. Храп — неизлечимая проблема, и ничего с этим не поделаешь. Правда это или миф? Нет, это неправда. Головная боль может быть связана с проблемами только в голове. Мигрень, давление. Нет, я так не считаю. Окей. Сон на жесткой подушке полезен для шеи. Не думаю. Ботокс используют только в косметологии. Нет. Окей. Ботокс где вы используете еще? Это действительно интересный вопрос. Я использую ботокс при различных заболеваниях в лор-области. Например, при одностороннем параличе голосовой связки, который вызывает очень дырявый голос и иногда приводит к аспирации пищи. Если ввести ботокс в голосовой связке, можно улучшить голос и снизить риск аспирации. Кроме того, ботокс помогает при некоторых функциональных расстройствах голоса, например, при спастической дисфонии, когда голосовые связки слишком сильно напрягаются. А инъекции ботокса расслабляют эти мышцы и стабилизируют голос. А еще ботокс помогает при гиперактивности слюнных желез. Если они вырабатывают слишком много слюны, мы можем ввести препарат непосредственно в железы и снизить эту активность. То есть ботокс — это не только косметическое средство, но и серьезный медицинский инструмент. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас за то, что пришли, за то, что ответили на все интересующие нас вопросы. Мне безумно было интересно с вами. Говорите, я действительно получила такое некое удовлетворение от беседы, от того, что я обогатила сегодня еще большими знаниями. Я надеюсь, что и вы для себя подчеркнули много что полезного. Если вдруг какие-то остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я думаю, что это наша не последняя встреча с доктором Пёном. На следующий подкаст мы обязательно зададим этот вопрос. И напоследок, в заключение, я хотела бы, чтобы вы дали нашим зрителям главный совет, как сохранить здоровье головы и шеи в нашем современном мире. В завершение я бы посоветовал людям побольше узнавать о заболеваниях головы и шеи, в том числе об онкологии в этой области. Хотя рак головы и шеи не самый распространенный, во всем мире он занимает примерно 6-е место среди всех видов рака. И важно уметь распознавать его на ранней стадии. Если у вас появились симптомы, например, заметные изменения голоса, трудности при глотании или уплотнение на шее, не бойтесь обратиться к врачу. Чаще всего это оказывается что-то доброкачественное. Но если вдруг это рак, то ранняя диагностика во много раз повышает шансы на полное излечение и помогает сохранить важные функции, например, голос. Главное иметь информацию, не затягивать с визитом к врачу и знать, что сегодня есть эффективные методы лечения. Современные технологии и подходы в лечении направлены на то, чтобы не только продлить жизнь пациенту, но и сохранить ее качество. Поэтому не стоит позволять страху мешать своевременному лечению. Я искренне благодарю вас за то, что присоединились к нашей сегодняшней беседе о новейших инновациях в лечении рака и передовых методах онкологии. Если вам интересно узнать больше о том, что мы обсуждали, включая последние исследования, перспективные методы терапии и будущие разработки в области онкологии, ссылку на дополнительную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Если вам нравится этот подкаст и вы хотите
помочь нам и дальше делиться важной медицинской информацией, подпишитесь на наш YouTube-канал. Это абсолютно бесплатно, но дает нам возможность продолжать создавать качественный контент. Вы также можете подписаться на подкаст в Apple Podcast и оставить нам 5-звездочный отзыв. Я читаю каждый комментарий. Так что, если у вас есть вопросы еще и мысли или идеи для будущих выпусков, обязательно делитесь ими в комментариях на YouTube-канале. Кроме того, если вы еще этого не сделали, приглашаю вас заполнить небольшую анкету, ссылка на которую есть в описании. Это поможет нам лучше понять ваши потребности, темы, которые вас интересуют, и методы лечения, которые вам важны. В ответ мы сможем отправлять вам персонализированные письма с самыми актуальными и ценными материалами.